Приветствую, друзья! Сегодня мы вновь поговорим о беспроводных микрофонных системах в лице Kemofan KMG70, которая, как обычно, может сама выступать в роли микрофона или же работать через петличку на 3,5 мм. В комплекте, естественно, все есть, включая кейс, кошку и запасную ветрозащиту. Ну а то, как этот девайс пишет звук, достойно отдельного упоминания. О нем сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Пришла система в стандартной для Kemofan коробке голубого цвета с изображением ресивера и трансмиттера, а также адресом их производства. Внутри лежала солидного размера инструкция с техническими характеристиками и плотный черный бокс для транспортировки, в котором уже находились блоки приемника и передатчика, петличный микрофон, переходник на 6,35 мм, запасная ветрозащита, кошка и двойной зарядный Type-C кабель. По времени работы здесь весьма солидно, до 8 часов от полной батареи. Заряжается же все это примерно за 1 час. Оба блока имеют небольшой пластиковый корпус, Type-C портом на торце, кнопкой включения на передней части, индикатором соединения и целым блоком из 4 диодов, информирующих нас о состоянии батареи. У ресивера помимо этого имеется поворотный штекер на 3,5 мм, прорезиненная задняя часть и еще одна кнопка для смены канала вещания, если текущая частота уже занята. Трансмиттер же имеет удобную клипсу, качель регулировки громкости, 3,5 мм вход для петлички и уже встроенный в него всенаправленный микрофон под металлической сеточкой. Именно сюда, кстати, и крепится комплектная кошка. Так что варианта для записи два. Либо вы размещаете трансмиттер на одежде в области горла, либо этот блок уходит, например, на ремень, а на одежду цепляется петличка. В плане ресивера мне не понравилось лишь отсутствие джека для смартфона. Я, конечно, нашел у себя в загашнике соответствующий переходник, однако уверен, таковой есть не у всех. Для камеры же больше ничего не нужно. По уровню записи я получил примерно минус 3 дБ в пиках. В тишине же уровень падал до минус 56 дБ, что просто превосходно. Речь четкая, разборчивая, однако с петличкой мне показалось чуть лучше передача нюансов, но несущественно. По большому счету и встроенный петличный микрофон пишут примерно одинаково, а значит разница будет исключительно в удобстве. В любом случае голос тут неплохо артикулирован и точен, не радует лишь небольшой фоновый шум при записи видео. В приложении диктофон, кстати, на том же смартфоне его не было. Бас собранный, чистый, что особенно радует, так как именно на нем собираются все резонансы комнаты. Здесь же после записи ничего дополнительно делать не нужно. Достаточно почистить фон по шаблону и нормализовать дорожку. Ну а на что микрофон способен, вы слышите прямо сейчас. Обработок на записи нет, то есть звучит все как оно есть. По мне так достойно, но вы уже решайте сами. Итогом, беспроводная микрофонная система Kemofan KMG70 неплохо выглядит, не содержит в себе ничего лишнего, имеет наглядный интерфейс и два варианта записи, со встроенного микрофона и с внешней петлички. По записи же в обоих случаях мы получаем тембрально достоверный и прекрасный по выразительности и четкости голос. Из минусов здесь как-то не продумано использование со смартфоном и есть небольшой фоновый шум, причем на средних частотах. В остальном же очень достойный, как на мой взгляд, вариант. А на этом у меня все. Это была беспроводная система Kemofan KMG70. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!